Всем привет! Сейчас приготовлю сырник с изюмом и курагой, который хорошо сочетается с шоколадным тестом. Но по желанию этот сырник можно выпекать без шоколадного коржа. Сырник желательно печь только из домашнего жирного творога, тогда он получается по-настоящему нежным, сочным и вкусным. Состав рецепта вы можете посмотреть внизу в описании под этим видео. Для начала нужно промыть изюм и курагу, залить горячей водой и оставить на 15 минут, после чего воду слить и обсушить бумажным полотенцем. Затем курагу нарезать маленькими кубиками. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и солью, добавить яйца, сметану и хорошо растираем в однородную массу. Следом добавить просеянную муку, смешанную с какао и разрыхлителем. Замешиваем тесто. Оно должно быть нежное, эластичное, не липнущее к рукам. Делим тесто на две части, большую и меньшую. Меньшую часть теста обернуть пищевой пленкой и положить в морозильную камеру. Далее другую, большую часть теста распределить руками на пергаменте по всему дну и бокам вашей формы, делая из теста равномерные бортики. Затем отправить форму с шоколадным тестом в холодильник на 30-40 минут. За это время готовим творожную массу. Творог пропустить через мясорубку с мелкими отверстиями, чтобы он стал однородным и воздушным. К яичным желткам добавить половину нормы сахара, ванильный сахар и взбиваем миксером до побеления примерно 3-4 минуты. Далее к творогу добавляем взбитые с сахаром желтки, ванильный или сливочный пудинг, можно заменить крахмалом, промытый и обсушенный изюм, нарезанную курагу, лимонную цедру, сок половины лимона, растопленное и слегка охлажденное сливочное масло и все хорошенько перемешиваем. В самом конце взбиваем яичные белки с остальным сахаром до пышных и устойчивых, но мягких пиков. Добавляем частями взбитые белки к творожной массе и хорошенько все перемешиваем. Достаем форму с тестом из холодильника, выкладываем сверху творожную массу и распределяем по всей форме. Из морозильной камеры достаем меньшую часть шоколадного теста и натереть тесто на крупной терке сверху на творожную массу. Затем вилкой аккуратно распределить тесто по всей форме. Выпекать сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60-70 минут. Готовый сырник достать из духовки, дать ему полностью остыть в форме. И только тогда аккуратно извлекать из формы, перевернуть на доску или большую тарелку. И самое главное, очень важно дать готовому сырнику выстояться хотя бы 10-12 часов, а лучше всю ночь. Когда сырник хорошо выстоится, он прекрасно схватывается и приобретает свою особую структуру и неповторимый вкус. Ароматный нежный сырник с изюмом и курагой, дополненных хрустящим шоколадным тестом, готов. Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.